Ахой, братишки и сестренки, на связи Клим. Геймер без крутых игр, как пират без корабля, поэтому я собрал для вас 10 самых мощнейших игр 2025 года. Одни уже радуют нас, а другие вот-вот ворвутся в мир гейминга. Так что устраивайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, вперед в мир лучших новинок. Раз уж я решил показать вам самые крутые топовые игры 2025 года, конечно же начнем мы с GTA 6. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. GTA 6 это самая ожидаемая игра десятилетия от компании Rockstar Games. Это продолжение легендарной серии, которая обещает стать самым масштабным и проработанным проектом Rockstar Games. Первая официальная информация появилась в декабре 2023 года, когда был выпущен долгожданный трейлер. Игра переносит нас в Vice City, вымышленную версию Майами, но с гораздо большей карты, чем в предыдущих частях. Что же нам обещают разработчики? Открытый мир, гигантский детализированный город, живой экосистемой и динамическими изменениями. Впервые в серии будет уделено особое внимание социальной жизни NPC. Персонажи будут реагировать на действия игроков реалистичнее, чем когда-либо. В игре будет два главных героя. Игроки смогут переключаться между Люсией, кстати, первой женщиной-протагонистом в серии, и ее напарником. Разработчики обещают глубокую сюжетную линию, вдохновленную криминальной драмой в духе Бонни и Клайд. Геймплейные нововведения, конечно же, это улучшенная стрельба, продвинутая система скрытности, обновленная физика автомобилей и возможность кастомизировать не только транспорт, но и жилье персонажей. Про онлайн режим сейчас мало информации, но ожидается, что GTA Online в шестой части получит еще больше контента и возможностей для кооперативной игры. GTA 6 обещает стать самой амбициозной игрой Rockstar, задать новые стандарты открытого мира и подарить игрокам незабываемый опыт криминального экшена в масштабном Vice City. Эту игру ждут все, и особенно я, так как я очень люблю игры этой серии. Возможность вернуться в Vice City, да еще и с суперсовершенной графикой, невероятным количеством людей в кадре и новой криминальной историей, это абсолютно бесценно. Но это не значит, что больше играть будет не во что, поскольку GTA 6 далеко не сразу заглянет на ПК. А вот эксклюзивы боярской платформы могут чувствовать себя хорошо, так как к ним она заглянет в первую очередь. Assassin's Creed Shadows – долгожданная часть серии о феодальной Японии. Ну что, дождались? Assassin's Creed Shadows – та самая часть, о которой фанаты мечтали долгие годы. Ubisoft наконец-то переносит нас в феодальную Японию, и судя по утечке и официальной информации, нас ждет действительно масштабный проект. О чем же эта игра? Действие разворачивается в эпоху Сенгоку, когда Япония была расколота на множество вражеских кланов, и ниндзя и самураи вершили судьбы целых провинций. На этот раз у нас два главных героя – ассасин-ниндзя и самурай. Первый скрытый и быстрый, полагается на стелс, маскировку и скрытые убийства. Можно будет сливаться с тенями, использовать крюки для перемещения по крышам и даже прятаться под водой. Второй же классический самурай, который делает ставку на честь, мощные атаки и поединки на мечах. Боевая система обещает быть глубже, чем в предыдущих частях, в духе Sekiro и Ghost of Tsushima, но с фирменной динамикой Assassin's Creed. Что же интересного в геймплее, спросите вы? А я вам отвечу. Открытый мир с разными регионами Японии, густые леса, города, старые храмы, заснеженные горные тропы. Динамическая смена погоды и сезонов, можно будет адаптировать стиль игры в зависимости от времени года. Например, зимой снег заглушает шаги, а осенью опавшие листья помогают слиться с окружением. Улучшенная механика паркура. Ubisoft обещает вернуть вертикальность и сложность, как в старых частях серии. Разветвленная RPG-система, у каждого героя свой стиль прокачки, скиллы и оружие. И, конечно же, у каждого из них свой путь, как и у самурая. Чего же нам ждать от сюжета? Сюжет пока держат в тайне, но уже известно, что он будет строиться вокруг борьбы ассасинов и тамплиеров в Японии. Вероятно, что мы увидим историю о предательстве, чести и мести, которая раскроет новые стороны древнего конфликта. Ubisoft ставит огромные ставки на эту игру, ведь у нее есть все шансы стать новой культовой игрой этой серии. Готовьтесь к путешествию в мир самураев и ниндзя, оно будет по-настоящему эпичным. Death Stranding 2 On the Beach. Возвращение в странный, но завораживающий мир Кодзимы.
Хидео Кодзима снова в деле, но на этот раз он готов утащить нас в еще более странное, глубокое и философское приключение. Death Stranding 2 On The Beach – продолжение одной из самых необычных игр последнего десятилетия. Оригинал поделил игроков на два лагеря. Кто-то восхищался, но кто-то поделил его на симулятор курьера. Но Кодзима человек, который не делает простых сиквелов. О чем же все-таки эта игра? Сюжет пока остается загадкой, но уже известно, что главный герой Сэм Портер Бриджес, ака Норман Ридус, снова окажется в центре событий. Судя по трейлеру, он постарел, и у него теперь длинные седые волосы, но миссия соединения мира еще не окончена. Где теперь происходит действие? Что случилось после событий первой части? Кодзима, как всегда, держит интригу, но у меня есть несколько инсайдов для вас. Фрегель, это Леа Сейду, играет важную роль в новой истории. Возможно, она станет полноценным игровым персонажем. Мир изменился, мы видим новые пустынные пейзажи, разрушенные мегаполисы и что-то вроде инопланетных объектов. На место капсулы с младенцем пришел странный биомеханический спутник, и это что-то явно важное. А что же там по геймплею и механикам? Переработанная система передвижения, это меньше однообразных походов, больше разнообразия в транспорте. Новые гаджеты и технологии. Кодзима уже намекнул, что будет больше взаимодействия с миром и сообществом игроков. Кодзима хочет сделать больше акцента на экшен, но, конечно, не в ущерб атмосферности. Корабль — это новая база. В трейлере мы видим, что герой использует корабль. Возможно, это новая хаб-зона, с которой мы будем путешествовать. Чего же нам ждать от сюжета второй части? Кодзима известен своей любовью к сложным повествованиям, переплетенным с философией и социальной тематикой. Если первая часть была о связях между людьми, то Death Stranding 2 может уйти еще дальше, возможно, в размышления о жизни и смерти, реальности и симуляции. Стоит ли ждать эту игру? Если вам зашла первая часть или вы фанат Кодзимы, однозначно да. Если вы пропустили оригинал, самое время наверстать. Death Stranding 2 On The Beach обещает стать еще более грандиозным, странным и глубоким путешествием, в котором мы снова будем пытаться собрать разрушенный мир воедино. Мафия The Old Country. Возвращение в эпоху гангстеров. Серия Мафия возвращается, и в этот раз нас отправляют в Италию, к истокам криминального мира, который позже разрастется до Америки. Если раньше игры рассказывали о мафиози, которые уже успели эмигрировать в США, то теперь нам покажут самое начало, рождение Коза Ностры. О чем же будет эта игра? На этот раз события разворачиваются в Сицилии в начале 20 века, время, когда кланы мафии только начали набирать силу. Мы играем за молодого итальянца, который попадает в преступный мир, полный предательств, власти и насилия. Что же нам известно на данный момент? Главный герой еще не крестный отец, а обычный парень, которого обстоятельства вынудили вступить в клан. В центре сюжета клановые войны за власть, влияние и контроль над нелегальным бизнесом. Будет ли связь с оригинальной трилогией, пока не ясно, но слухи говорят, что мы можем увидеть отсылки к семье Сальери. Геймплей и механики приведут нас к открытому миру Сицилии. Это глухие деревья, шумные рынки, старинные особняки и грязные улочки. Система уважения и власти. Выборы в игре будут определять, кем ты станешь в мафии, простым солдатом или будущим доном. Стелс и скрытые убийства, классический гангстерский стиль, где не всегда стоит действовать в открытую. Перестрелки в духе первых частей, более тактические, без аркадности Мафии 3. Нелегальный бизнес, это контрабанда, реки, торговля оружием и политические интриги. Чего же нам ждать от сюжета? Мафия The Old Country обещает показать настоящее рождение криминальных кланов, их традиции, кодекс чести и жестокие законы. Мы увидим, как обычные люди становятся мафиози, а мафиози легендами. Стоит ли нам ждать эту игру? Если ты фанат первых двух частей Мафии, любишь атмосферные игры про гангстеров или просто хочешь увидеть новую интерпретацию культовой серии, однозначно да. Я вот пока записывал этот видос, сам словил себя на мысли, что реально настолько интересно, что я сам очень хочу уже ее дождаться, скачать и поиграть в нее. Хотя я не особо большой фанат таких игр. Новая Мафия может стать не просто отличным продолжением серии, а полноценным новым началом для легендарной франшизы.
Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Возвращение легенды. Metal Gear Solid возвращается, и не просто с новой частью, а с полноценным ремейком одной из самых любимых игр серии. Это тот самый момент, когда старая школа возвращается с новыми технологиями, и фанаты наконец-то смогут снова погрузиться в культовую историю Биг Босса. Сюжет Metal Gear Solid полностью повторяет оригинальную третью часть. Мы снова играем за Naked Snake, он же Биг Босс, и отправляемся в глубокие джунгли СССР 60-х годов, чтобы остановить ядерную угрозу и предательство, которое изменит всю историю серии. Но ключевой момент ремейка — это графика и механики. Konami обещает сохранить оригинальный сюжет и геймплей, но при этом добавить определенные фишки. Полностью переработанную графику в Unreal Engine 5. Джунгли выглядят просто потрясающе, а освещение и детализация на уровне современных AAA игр. Современное управление и анимации, движения персонажей стали более плавными и реалистичными. Полностью обновленное звуковое оформление. Окружение звучит гораздо более насыщенно, а легендарная музыка Snake Eater возвращается. Продвинутая стелс-система, джунгли теперь стали еще более интерактивными. Можно скрыться в траве, оставлять следы, а враги реагируют на окружение лучше, чем в оригинале. Геймплей и механики тоже нас очень порадуют. Metal Gear Solid 3 был одной из самых уникальных игр своего времени благодаря реалистичной механике выживания. Стелс в открытой среде, придется ползать по грязи, прятаться в листве и использовать камуфляж. Система питания и лечения. Naked Snake должен охотиться на животных и перевязывать раны, иначе он просто не выживет. Оружие и снаряжение — это классика серии с глушителями, транквилизаторами и хитрыми гаджетами. Стоит лишь ждать нам эту игру. Если ты играл в Metal Gear 3 Snake Eater, это будет лучший способ пережить культовую историю в новом качестве. Если ты никогда не играл в серию Metal Gear, то этот ремейк — идеальный шанс познакомиться с одной из лучших игр Хидео Кодзимы. Готов ли ты снова стать частью этой легенды? Metal Gear Solid Delta Snake Eater уже сейчас выглядит как один из самых ожидаемых ремейков последних лет. Doom The Dark Ages. Ад в средневековом стиле. Если ты думал, что Doom уже не может удивить, то Doom The Dark Ages собирается доказать обратное. Разработчики из ID Software решили отправить нас не куда-то, а в средневековый ад. Да-да, вы не ослышались, это Doom в духе рыцарей, демонов и огромных осадных машин. Doom The Dark Ages — это приквел к событиям Doom 2016 и Doom Eternal. Мы узнаем историю Рока, Doom Slayer, до того, как он стал тем, кем мы его знаем, самым беспощадным охотником на демонов. В этот раз разработчики вдохновились темным фэнтези и отправляют нас в ужасающий средневековый мир, где технологии еще не появились, но кровавые битвы уже вовсю кипят. Что же нам обещают разработчики? Мрачный средневековый сеттинг, Doom в стиле Dark Fantasy с замками, древними культами и гигантскими демоническими машинами войны. Новое оружие, например, гигантский механический арбалет или массивный двуручный меч, который может рубить демонов на части. Более брутальный геймплей, теперь в ход идут осадные оружия, которые можно использовать, чтобы разнести орды демонов. Сюжет раскрывает тайну происхождения Doom Slayer. Увидим, как он стал тем самым охотником, каким мы его знаем. Но геймплей и механики тоже обещают нас порадовать. Комбинация огнестрела и ближнего боя. Наряду с привычными дробовиками и ракетницами теперь есть мечи, топоры и даже щиты с пилами. Демоническое верховое оружие. Да, можно будет кататься на огромных демонических зверях. Еще больше расчлененки. Разработчики обещают еще более жесткие добивания и систему разрушаемого окружения. Новые боссы. Судя по слухам, нас ждут огромные рыцарские демоны, сражения с целыми армиями монстров и даже осады крепостей. Doom Eternal уже доказал, что франшиза еще жива и умеет эволюционировать. Теперь ID Software делает еще более смелый шаг, отправляет нас в далекое прошлое, где кровопролитие и хаос станут еще более масштабными. Если ты любишь адреналиновый геймплей, сочный металл и разносить демонов на куски, Doom The Dark Ages обещает стать одной из самых крупных игр 2025 года и
и я уверен, она тебе понравится. Borderlands 4. Безумие возвращается. Если ты думал, что сумасшедший лутер-шутер уже сказал свое последнее слово, то эта игра готова доказать тебе обратное. Gearbox снова берется за дело, а значит нас ждут новые планеты, тонна пушек и тот самый безумный юмор, за который мы любим эту серию. О чем же будет четвертая серия этой игры? События Borderlands 4 разворачиваются спустя несколько лет после событий третьей части. После поражения Калипсо-близнецов в галактике воцарился относительный порядок, но ненадолго. В центре внимания снова искатели хранилищ, которые втянулись в безумный конфликт. В этот раз ставка выше, чем когда-либо. Вселенная Borderlands на грани полного хаоса, и только тебе решать, кто останется в живых. Что же нам обещают разработчики? Новые планеты, в которых путешествия станут еще масштабнее. Gearbox обещают открытый мир с разными биомами. Абсолютно новые искатели хранилищ, у которых свои крупные способности и новая механика ультимативных атак. Больше. Намного больше оружия, но как же иначе? В третьей части их было более миллиарда, но в четвертой части обещают еще больше безумных стволов. Будет глубокий кооператив, игра поддерживает 4 игроков в онлайне и возможно вернется сплитскрин. Обещают сюжет, который повлияет на всю вселенную Borderlands. Теперь тебе придется сделать реально сложный выбор. Ну а что же там по геймплею и механикам? Свобода перемещения. Ожидаются новые виды транспорта и даже паркур, чтобы сделать исследование мира еще круче. Механики ролевой игры. Еще больше кастомизации персонажей. Новый гибридный класс, который позволит комбинировать способности разных героев. Также разработчики нам обещают еще больше боссов. Если раньше это были просто крупные враги, то теперь Gearbox обещает громадных рейдовых монстров с уникальными фазами боя. И, конечно же, безумие на новом уровне, еще больше шуток, мемов и отсылок к поп-культуре. Ну и, конечно же, каждый для себя сможет решить, ждать ли эту игру ему или нет. Если ты кайфовал от прошлых частей, то четвертая часть для тебя просто must have. Это все тот же олдскульный хардкорный геймплей, море лута и бешеный экшен, но с еще большими мирами, пушками и эпическими моментами. Готов снова стать искателем хранилищ и отправиться за добычей? Тогда эта игра для тебя. Ну что, погасшие, готовьтесь снова отправляться в Междуземье, ведь From Software анонсировали Elden Ring Night Rain. Новое масштабное дополнение или, возможно, полноценный сиквел к легендарному экшен-RPG Elden Ring. Что же такого интересного в этой игре? События разворачиваются спустя годы после оригинальной игры. Эра порядка рухнула, и на смену ей пришла ночь без рассвета. Загадочная сила, известная как Черное Солнце, поглотила Междуземье. Моления исчезла, и ее армия растерянных воинов блуждает в поисках нового владыки. На фоне этого хаоса появляется новый враг – Король Ночи, правящий легионом теней, монстров и падших героев. И вот снова пробуждаемся мы, погасший, но не сломленный. Что же нам обещают разработчики в этой игре? Новая локация, в которой огромный полуразрушенный город Ноктенфелл, где тьма живет собственной жизнью. Новые боссы. From Software не были бы собой, если бы не приготовили самые эпичные и сложные сражения. Говорят, что один из боссов — это мрачный астрал, способный управлять лунной гравитацией. Новые виды оружия, среди которых темно-клинки, фантомные копья и проклятые арбалеты. Гибридная магия, сочетание иллюзий и темной силы позволяет создать фантомные копии персонажа, затенять области боя или вызывать призрачных существ. Еще нам обещают обновленную систему выбора пути. На этот раз мы сможем повлиять на ход событий и решить судьбу Междуземья. Ну и, конечно, геймплей и механики нас порадуют, так как динамическая смена освещения, где тьма на некоторых участках живая и может реагировать на действия игроков, это что-то нереальное. Усложненная стелс-механика. Если в оригинале скрытность была второстепенной, то теперь уклонение от темных рыцарей станет ключевой механикой. Более агрессивный ИИ врагов. Боссы и элитные враги адаптируются к вашему стилю боя. Кооперативная и PvP составляющая. Теперь можно будет объединяться в кланы, чтобы охотиться на ночных чудовищ или воевать против других игроков за контроль над проклятыми территориями.
Стоит ли ждать вообще эту игру? Новый Elden Ring выглядит как самое масштабное и мрачное дополнение во вселенной Междуземья. Нам обещают новый уровень хардкора, глубокую боевую систему и еще более безжалостных врагов. Готов ли ты снова принять вызов и сразиться с тьмой? Или на этот раз ночь победит? Dying Light The Beast – новый уровень выживания в зомби-апокалипсисе. Если вам показалось, что после Dying Light 2 студия Techland возьмет паузу, то нет, они готовят Dying Light The Beast. И судя по утечкам и тизерам, это будет самая мрачная и безжалостная часть серии. Чего же нам ожидать от этой игры? События развиваются в новом регионе, охваченном хаосом зомби-апокалипсиса. Пока мир пытается выжить после глобального заражения, появляются слухи о новой угрозе, сверхмощном мутанте, которого называют Зверь. Этот монстр охотится не только на людей, но и на самих инфицированных, меняя расстановку сил выживания. Ну а мы снова вживаемся в роль опытного следопыта, который вынужден разобраться, что же за тварь терроризирует местных жителей и что скрывают лидеры фракций. Разработчики обещают огромный новый город, более вертикальный, с уникальными районами и кучей мест для исследования. Новый уровень паркура, теперь не только бегаем по стенам, но и используем новые гаджеты, например, кошку с гарпуном или крюком с возможностью отталкиваться. Зомби эволюционируют, новые виды мутантов, которые обладают разными стилями боя и адаптируются к вашим тактикам. Динамическая система страха. Зомби начали реагировать на ваши угрозы. Чем вы сильнее, тем больше противников будет вас атаковать. Также разработчики обещают нам кооперативный режим на 4 игроков. Это полноценный сюжетный кооп с возможностью проходить игру своей командой. В игре новая ролевая система, теперь можно качать не только способности, но и мутировать, приобретая звериные способности. Геймплей и механики тоже намного улучшены. Паркур плюс новые гаджеты, двигаемся по городу быстрее, комбинируя крюки и гаджеты. Боевая система тоже переработанная, так как переработанное оружие ближнего боя, больше кастомизации и возможностей для стелса. Изменена система выживания, теперь нужно не только сражаться, но и искать пищу, воду, ресурсы, иначе персонаж просто ослабнет. Фракции и выборы между ними. Сюжет адаптируется под ваше решение, влияя на то, какие фракции будут с вами, а какие против вас. Ночной ужас на новом уровне. В темноте появляются не только привычные ночные охотники, но и зверь, который способен выследить вас, если вы привлекли его внимание. Dying Light The Beast выглядит как следующая ступень в жанре зомби-выживания с мрачным сюжетом, новыми механиками и настоящим хищником, который добавит свежий страх в ночные вылазки. Dying Light The Beast выглядит как следующая ступень в жанре зомби-апокалипсиса с мрачным сюжетом, новыми механиками и настоящим хищником, который добавит свежий страх в ночные вылазки. Готов ли ты снова погрузиться в город полный мертвецов и стать их охотником? Ну или жертвой. Ну а последняя, но не по значимости игра из моего списка — это Fable. Легендарная RPG возвращается. О да! Ну что, герои, готовы снова спуститься на земли Альбиона? Спустя годы ожиданий серия Fable возвращается, и Microsoft обещает, что это будет грандиозное перерождение культовой RPG. Новый Fable — это переосмысление оригинальной серии, но с сохранением духа приключений, юмора и той самой британской сказочной атмосферы. Что же это будет за игра? Разработкой занимается студия Playground Games, создатели серии Forza Horizon. Это может звучать неожиданно, но Playground Games доказали, что умеют работать с огромными открытыми мирами, и теперь они используют свой опыт для создания самого живого и детализированного Альбиона в истории. Судя по трейлерам и утечкам, Fable — это не просто перезапуск, а полноценная новая глава франшизы. События развернутся в мире, где легенды о старых героях стали мифами, а магия постепенно угасает. Однако новый герой должен изменить судьбу Альбиона, и каким он будет, зависит только от него. Что же нам обещают разработчики? Огромный открытый мир. Альбион станет более живым и динамичным, с меняющимися временами года, случайными событиями и сотнями интерактивными NPC. Новая боевая система. Сочетание классических механик мечи, магия, луки с новыми динамическими приемами и возможностью комбинировать стили боя. Также учитывается моральный выбор. Станешь ли ты благородным защитником или беспощадным злодеем? Как и раньше, твои поступки будут менять внешний вид героя и влиять на окружающих
окружающий мир. Ну и конечно же юмор и британская сатира. Серия Fable всегда выделялась иронией и легкостью, и новый проект сохраняет этот стиль. Полностью разрушаемая среда. Теперь можно разрушить здания, оставлять следы магии и даже менять ландшафт мира. Что же нам обещают по геймплею и механикам? Персонажи с характером. NPC теперь запоминают ваши поступки и реагируют на них. Если вы обманули торговца, ждите последствий. Влияние на весь игровой мир. Теперь ваши действия изменяют Альбион в реальном времени. Построенные города могут превратиться в мегаполисы или рухнуть в хаосе из-за вашего правления. Комбинация магии и ближнего боя. Можно создавать разрушительные заклинания и сочетать их с ударами меча или дальними атаками. Кооперативный режим пока что не подтвержден, но есть небольшие намеки, что в игру добавят возможность играть со своими друзьями. И честно, я был бы очень рад, если бы они это добавили. Без сомнения, новый Fable — это одно из самых ожидаемых возвращений в мире RPG. Если Playground Games смогут передать дух оригинальной трилогии, добавив современные технологии и механику нового поколения, то это может стать лучшей ролевой игрой года. А вы готовы снова отправиться в мир магии, приключений и выбора, где каждая реплика NPC может быть шуткой, а каждый ваш поступок легендой? Друзья, а если это видео помогло вам найти игру, в которую вы залипнете с удовольствием, не забудьте поддержать меня лайком и подпиской. Это заряжает меня энергией и мотивирует делать еще больше крутых роликов для вас. Ну а с вами был Клим, всех обнял, приподнял, поставил на место, отличного настроения и топовых игровых приключений. Всем пока!